Эй, друзья! Всем привет! С вами Никита. Мы продолжаем. Наша цель сейчас — найти коня. И коня для... Я забыл, как ее зовут уже. В общем, для той жены лорда, пана. И еще надо бы раздобыть где-нибудь типу книг. Зачем? Да чтобы навык как-то свой использовать. Конюшня, мы приехали. Барышник. Да как угодно называется. Это будет конюшня. Так. I'm looking for the local groom. Well, you found him. What can I do for you? The lady Stephanie of Talmberg sent me. She said you have a roan ready for her. Well, Chamberlain Dietrich said someone would come. We have him here, but if he's ready, I can't say. That miserable horse will let you saddle him and walk him around the courtyard, but as soon as someone sits on him, he goes completely wild. Да я справлюсь. I'll handle him. If you think so. Что надо делать? Ого, а куда вы его запихали? Качи в Тальмберг. Ну, Тальмберг рядом. Каким путем? Каким путем лучше это сделать? Да, через север поедем. Вот. Ты куда? Слышь, конь. У него моя сивка приехала. Да слышь. Скотина. Будем скакать не по маршруту? Как, блин, получится? Ничего, я тебя доведу до нужного места. Чё ж ты такой непослушный-то, а, конь? Скакай! Блин, сволочь!
Ну, ты не в ту сторону скачешь, дура. Да. Почему туда? Какой непослушный... Твою ж за ногу. Так. Стой на месте. Да, пойдем с конюхом поговорим, разберемся. Что ж с тобой делать? Глупый конь. Где конюх? Вот конюх. Ну-ка. So I don't think I can handle that horse. Need some help then, do you? Well, yes. Try asking Vashek. For some reason, that devil horse listens to him. Then take the horse with you. Dietrich's arranged everything. Вашек. И этот Вашек. А, хорошо. Я так понимаю, этот конь, наверное, специально, да, запрограммирован не ехать с нами, потому что он постоянно убегает в одну и ту же точку на восток. Если бы он хотя бы двигался в нужном направлении для меня, я бы еще как-то его потерпел бы. Ты Вашек, да? Говори со мной. Good health to you. Помощь твоя нужна. I heard you have a way with the horse that unsaddles everyone else. Yes. I suppose I do. And how do you do it? How do you calm him down? I'm good to him. Well, I want to treat the horse well too, but I don't know how because I don't know him as well as you do. Will you help me? I sing to him. You sing to him? What? Two horses come roaming in the merry month of May to graze in the shade of the apple tree there. The first one is brown and the second is grey. Which shall I ride to my maiden so fair? That's, interesting. I know how it looks, but he likes it. Thank you, Vashek. Спасибо, Вашек. Ну, Чалый, давай споем. Интересно, Генри сам петь начнет? Или там кнопку какую-то зажимать надо? Сейчас посмотрим.
Где ты там осталась? Кобыла! А, не, кобыла, это же мой пан. А лошадь! А, вот ты. Вот, учись. Вот у моей лошади, видишь? Я глажу тебя рукой по носу. Муа! Ехай. So, boy, want me to sing? You're definitely the first horse I've ever serenaded. Two horses come roaming in the merry month of May to graze in the shade of the apple tree there. The first one is brown and the second is grey. Which shall I ride to my maiden so fair? Well, you still gonna throw me off? Это, петь-то продолжай. Так, нет времени мне сейчас до происшествий. Так, что ждет нас впереди? А, впереди нас ждет дорога. По ней поскачем. Такая невнятная дорога. Так, спеть ему, похоже, достаточно одного раза. И песни какой-нибудь тебе нравится больше, а? Может, ты любишь что-то из русского фольклора? Может быть, ты любишь очень ужасные песни? Ты слышал когда-нибудь про такой русский народный жанр, как блатняк? А белый лебедь на пруду качает павшую листву на том пруду, куда тебя я приведу. Смотри-ка, не скидывает меня. Возможно, ему нравится. Эй, я вам лошадь привез. Мы молодцы. Не будем прыгать. Так, темнеет. А мы... Мы, наверное, тут и заночуем. Да. Так, занятия. Сколько время? Темно. Ладно. Где мой конь? Доедем до туда, докуда можем. Что у меня по еде? Нормально. Попробуем добраться до ледечка. Из ледечка там в Сазаву можно пойти. А, не обращайте внимания. Так, стемнело. Ничего, никаких происшествий.
Мы просто добрались до ледечка? Ну, спасибо вам за это. Так, котла нет. Ну что, да, ждет нас ночное путешествие до Сазаву. Где дорога? Ну, тут вроде можно проехать, да? Доберемся до Сазаву, а там посмотрим. А, ну что смотреть, нам все равно ждать там, скорее всего, утра придется. Потому что ремесленник не мы, ночью он спит. Точка интереса. И чего у нас тут такого интересного? Просто груда камней. Возможно, нам нужен какой-то навык. Мы уже в который раз замечаем груду камней и ничего с ней сделать не можем. Может, кирка какая нужна или еще что-то подобное. Мы идем в лес? Нет. Индрих. Давай пройдем чуть севернее до дороги. Вот до этой дороги. Угу. Савские леса. Так, там чей-то дом. А нам сюда. Да? Да. Вперед, Сивка! Я бы встретил бы еще пару, знаете, таких легких разбойников. Ого! Калин! Что это за место? Просто дом? Странно. Просто дом посреди дороги на перекрестке. Дорога я верно выбрал? А, нет, неверно. Вот это вроде в обход идет. В обход леса. Была бы это, наверное, какая-нибудь там таверна, может. И торгует. Ну, светлячки. В общем, что-нибудь, что как-то функционирует путниками. Потому что, ну, просто жилой дом как-то нелогично на дороге ставить. Мимо тебя, считай, постоянно будут всякие ездить. Итак, мы прибыли в Сазаву. Оружейник. А у оружейника есть какое-то занятие. Но он нам его не даст. Ой! О! Эй, ты не оружейник. Типа
прям вот так тонко намекают, жди, Никита, утра. Ладно. О, Сазава большая. Монастырь. Еще занятие. Так. Ну, мне нужна корчма. Кузница. Я могу в ней что-то делать? Не, нифига не могу. Монастырь. Кому нужен этот монастырь? Мне нужна... Таверна. О, временное жилье. Горожане, горожане. Я что, на временное жилье не успел? Это как-то не по-людски. Пустите погреться. Частная территория. О, не частная территория. А, нет. Частная территория. Черт! Блин, мы не успели на временное жилье. Ну, что поделать? Ждем утра. Сегодня, Генрих, весна. Ну, я думаю, мне намекнут, да? Если я очень сильно устану и захочу спать. А, у меня вон энергия 68. Не захотели меня пускать? Ну и... Он на вас. Дома посплю. А пока идем тогда за венцом. Ох уж те свадебные дела. А человек, который мне его хочет дать, этот венец, наверняка спит. Нет? Нет, смотри, работает. God be with you. Молодец. The Lady of Talmberg sent me. She wants me to find out why the crown's been delayed. Through no fault of ours, I can tell you that. We had a large stone ordered for mounting on the crown, a beautiful Moldavite from South Bohemia that we had cut and polished in Prague. But, well, in short, the good merchant, Martin Wiesek, who was supposed to bring it from Prague, got lost along the way. It's like the ground swallowed him up. Well, Lady Stephanie won't be happy. Look, we've got something else here we can replace the stone with, but I'm sure even you can see it's not worthy of a noble wedding, and definitely not worthy of our fine craftsmanship. Oh, if I only had someone who'd try to find the Moldavite. Ну, давайте поищем. Why don't you just ask me? Of course I'll try to find the stone. Just tell me where the fellow was seen last.
That fellow, as you call him, the esteemed merchant, Martin Wieseck, was last seen riding alongside the Sazau River, passing by the footbridge over the ford, to the west of here. Evidently, he never made it to Sazau town. Well, I'll look for him, but he could be far over the mountains by now. Or under the ground. Блин, и вы вот никому ничего сказать не хотели, да? Нашей вины в этом нет. Ну, молодцы, чё? Сытость маленькая. Угу. Да, мне на букву С, да? Пойдем поищем. Как бы могли бы это клич там какой дать? Типа госпожа, пани. Так и так. Пес пропал. Вы это помогите нам, что ли? Отправьте воина, там, следопыта какого. Они, мы не можем. Почему? Тут не можем. Дурачье. Великий Индрих. Что сделай? Надеюсь, мне не прям вот в том лесу его искать. Хотя этот лес уже, знаете, похож на границу карты. Наверняка просто разбойники ограбили бедного купца. Спускаемся вниз. Зона уже там появляется. О, не бурчи. Итак. У нас есть густой лес. Людишки. Слышь, мужики? Hey, what are you up to? What are you doing there? You're in the wrong place at the wrong time. Alarm! А! Over here! Слышь, мужики, вы тут купца не видели? Сдается мне, что видели. Зря вы так с ним. Надо уважать чужую жизнь. Дальнобойные стрелы, хорошо. О, набор кузнеца маленький. Возьми его, да, молодец. Перчатки. Дешевенько. Ты. Ключ от сундука. Тоже дешевенько. А вот и купец. Угу. Алтарная свеча из Франции. Возможно, это что-то полезное. Возьмем его. Хороши возьмем. Молдавит возьмем. Набор бронника звучит тоже интересно. Баха, рубаха, чаша, кубок. Ткань. Сукно. Наверняка оно для чего-то нужно, да? Давайте вот это возьмем, может этот портной что-то из него мне сможет сделать.
Что у меня там с едой? Нормально. Зря вы так. Эх. Глупцы, глупцы. Возвращаемся в Сазаву. Остановиться, какой труп? Где труп-то? Труп на дороге. Браконьеры. Еще одни камни. Однозначно мне нужна какая-то кирка. Продолжаем переход. Монастырский двор. Наверняка с ними тоже есть какая-нибудь цепочка и квестов интересная. Может, мы сможем стать типа каким-нибудь доверенным лицом монахов. Проповеди читали, умеем, знаем, обладаем. About that Moldavite we discussed. Yes. Do you have some news? Да-да-да. Yes. The good news is I found Vizek. That sounds like cause for rejoicing, but how come he isn't with you? That's the bad news. He didn't survive. Merciful God. He was a good and highly respected Какие эмоции, man. да? Там I видно, will что pray он for his soul. горюет. Anyway, let me see the stone, if you would be so kind. Of course. Here it is. Excellent. It looks undamaged. I'll get straight to work. You can come for the finished crown tomorrow evening. Завтра вечером. То есть мы застряли в этом городе, да? До завтрашнего вечера. А если я прям сразу подойду, а? Не хочешь сразу дать? What about the crown? I seem to recall telling you exactly when. Ладно. Давайте посмотрим, какие занятия нам предлагает этот город. Вот тут что. Почему-то я беру занятия не у Прокопия, а у помощника. Do you want something? I do. And you look like the kind of fellow who knows a thing or two and wouldn't mind a bit of work that's not entirely, well, honest. Ну в чем What's it дело? about? I'm looking for someone who knows how to dip her pockets. For a reward, of course. Тебе повезло, что ты встретил меня. Oh, well, it's lucky for you that I happened along. Who do you want me to rob? There's a farmer who lives in the craftsman's yard. He made a killing supplying vegetables to the monastery. I worked for him for a while, but then he threw me out without even paying me for my labour. I'd like you to steal the groschen he owes me. And, also, a pouch containing an amulet he got from the herb woman. He's as superstitious as an old crone, so when he realises he's lost it, he'll have a fit. Sounds easy enough. It ain't quite that easy, otherwise I'd handle it myself. That fucker don't trust no one, and he's always looking over his shoulder. If you manage to nick his pouch and his coin, you can keep the groschen as a reward. Ага. Ну вот они, начинаются маленькие квестики. Укради ладанку.
Стоп. Я не понял. Are you serious? Ну, можем попробовать его обокрасть. О! А у нас же еще и этого нет, да? Зелье, чтобы сохраниться. О, можно его попробовать оглушить. Спасибо тебе, защита от вирусов и угроз. Зачем что-то красть, когда можно сделать так, да? Я хочу посмотреть, не стал ли я в Саве. Но они ко мне нейтрально относятся. Оденем перчаточки на место. Да я уже понял, что я украл. Here's the farmer's pouch you asked for. Great, thanks. He'll have a fit when he finds out. He won't get a wink of sleep till he gets a new one. You see, he's got this idea he'll be eaten alive by fleas and lice without his amulet. Ну, I'm always on the lookout for work. What have you got? When I worked for the farmer, I took a fancy to his maid. Only she's got someone else. A draper. He gives her fine shawls and chemises. And I don't have a chance. Go and steal the shawl she has. What use would her shawl be to you? I'll slip it to someone else and then tell the draper his sweetheart puts no value on the gifts he gives her. He's really jealous, so he'll be mad as hell. нет. That's a cruel way to treat the poor girl. Sorry, I won't do it. Poor girl. What about me, who she left without a thought? По-моему, Be a bit more careful. Ладно, у него прям цепочка. Ладно. I've decided I'll help. Thank you. Так просто. Ну, значит, идем наверх. На север, точнее. Шаль тоже в кармане лежит. Ты же не в церковь. Конечно, уже всяким промышляем, но пока грабить в церкви неохота. Do you want something? Но не смотри на меня. You men are like little kids. О, ты там бубнишь. Has something happened? What happened to you? Не нравится ей, что я в присядке сижу, да? А репутацию это со мной как-то портит? Нет. О, она пошла домой. Можем к ней пробраться? Lost something. Кто стучит?
You want something from me, do you? Угу, шаль твоя нужна. Ты никак делиться не хочешь. А, ну да. А, и не смотри на меня, женщина. What are you doing there? Who is it? There's some... What? Show yourself. А давай она Who is подойдет, it? подойдет ко мне поближе. Я никого в округе больше не вижу. If you're up to no good, you'd better... Do you want something? Тихо. Тихо, тихо. Пойдем-ка вот сюда за домик. Ага! Получен уровень карманной кражи. Спасибо. Я так старался. Репутация моя. 50, отлично. Стоп. Карманные кражи, может, получили навык? Угу. Больше денег при обыске трупов, спасибо. Вот это возьмем. Особо много на поднятие грошей мы не заработаем. Гораздо больше, ну, по-моему. Мы выручим именно за продажу вот их шмоток. Так что потайные места особо нам денег не дадут. I brought you that girl's shawl. Thank you. I'll hide it in the farmer's bed and then tell the draper. He'll cripple the bastard if you don't kill him outright. Who is it you want to get revenge on? The farmer or his maid? All of them. They're all a bunch of diabolical swine. And that draper, too. Еще что-нибудь? Is there anything else you want? One last thing. But it won't be so easy this time. I got my own back on the farmer and that wench. Now it's the draper's turn for stealing my girl. Steal the tinderbox he carries. It's his pride and joy, and he's always boasting about how fine it is. Everyone knows it's his. Once you've got it, I'll set the whole bloody farm on fire and drop his tinderbox there so everyone will blame him. What reward will I get? I'll give you a pair of boots I just got from the cobbler. You'll never find more comfortable ones in your life. Ну ладно. The avenging angel is at your service. I'll get right on it. Никто же не говорил, что Мэй Генри прекрасный принц. Мы, Генри, зарабатываем как можем. Пойдем оглушим еще одного человека. Радует, что занятия, судя по всему, все-таки кончаются.
просто для побочных квестов они слишком малы, а как-то по-другому их назвать надо было. Ну, судя по тому, что я вижу. Тут уже есть стражники. Итак, мы здесь. Портной. Как? Good health to you, sir. Ну-ка, ремонт. Так, починиться мне надо. И как ты мне Can we do предлагаешь something about the это price? воровать Sure. отсюда? Why not? Are we agreed? Well, a little. Aye. Это, я так понимаю, только ночью, да? Ну, значит, будем ждать ночи. Нам все равно тут стоять. Ну, в смысле стоять? Ждать. Завтрашнего вечера. Посмотрим, что его еще предлагают. О, задание у писаря. А, это задание у Рихтера же. Ой. My respects to you. Угу. Is there anything interesting going on here? Well, there's two good-for-nothings from Scarlets who are a thorn in my side. It's one thing sympathizing with them after what happened, but it's another when they get mixed up in all kinds of mischief. I'll catch them red-handed sooner or later. When I do, they'll be sorry they crossed me. Is there anything interesting going on here? It's so peaceful, it worries me. Ты мне только что рассказывал о двух. Ага. А, вот так получается это работает, да? Ты находишь звездочку, общаешься со звездочкой, у тебя появляется ярко-желтая звездочка. Понятно. Корчмарь. А у тебя чего интересного? What do you need? Are there any problems around here I might be able to help with? Well, depends what you're willing to do. Of course, it's your own Skalitz folk need the most help. There's some of them at the monastery. I talked to Johanka a few times. She's working her fingers to the bone taking care of the injured ones there. I'm sure she'd welcome some good Samaritan who'd lighten her load. And there's another thing. There was one troublemaker around here not long ago. We dealt with him. He was selling some relics he claimed were miraculous. But it was nothing but worthless trinkets. The villagers sent the bloody swindler packing so fast you couldn't see his heels for dust. All the way to Ledechko, I believe. I reckon he won't last long there either. That's all I can think of. Угу. Новое задание. Вот прямо здесь. А тут занятие у кузнеца. И вот тут задание. Похоже, мы в Сазаве задержимся на приличное количество времени.
Оглушаем людей, потом другим людям помогаем. Hear ye, good people. Шарлатан. Huh. I know you. I know you from somewhere. Where do I know you from? What? Of course, my dream. You were in a boat made of bones, and I put a crown of thorns on your head. Ладно, вещаешь. All right. Tell me about this dream of yours. That dream. Yes, that dream has come true. I dreamt that a young man would become my apprentice, my own pupil in the trade of miracles. Я? Ну, значит, мне повезло. Oh, then I'm in luck. On the contrary, I'm the lucky one. What's your name, young man? Henry. Henry. A powerful name. So, Henry, are you ready to become my apprentice? И какие на мне лежат обязанности тогда? What exactly does it entail, becoming your apprentice? A lot of work and strenuous labor. Knowledge of medicine, theology, and white magic. You have to study the great works of the ancients and devote your time to understanding your fellow men, listening to them, and learn to read their souls. Ну, звучит нетрудно. Nothing to it. That's why God has sent you. So what do you say? Ладно, я стану твоим учеником. All right, I'll be your apprentice. Wonderful! Oh, glorious day! I have a successor in my work. So, how do you plan to start training me? With a test of your practical skills. Oh. I have my eye on 3 rare objects of great value. But sadly, they're a little difficult to obtain. Ну, продолжай. Go on. First, I need a tooth of Saint Procopius. Then I'll need a branch from a topping out hung on a church. And finally, a talisman for luck from a passionate player. Bloody hell, that's a lot. All right, one thing at a time. Насчет зуба. About that tooth, it's going to be slightly more complicated, isn't it? I know. Yes, it would be very difficult to gain such a rare relic, of course. That's why I have an alternative solution. I'm listening. A layman named Procopius lives by the monastery, and it just so happens, thanks to my intricate medical knowledge, that I've found out he has a sick tooth. Угу. И откуда ты знаешь, что у него больной зуб? How did you find out he has a sore tooth? As it happens, he told me at the tavern. But that's not important. И как мне его добыть? And how am I supposed to get the tooth? I haven't the faintest idea. You'll have to think of something. But maybe you'll be able to persuade him to let the blacksmith pull it. Понятно. Fine, I'll get it from him. Wonderful. Так, верхушка. This topping out, what's that? You're not a carpenter, it seems. No, I'm a blacksmith. I see. Well, a topping out is a decorated spruce or a conifer tree hung on top of the roof of a new house to bring good fortune and God's blessing. Как мне ее снять? That topping off is hung pretty high, isn't it? Naturally. It hangs on the rooftop according to tradition. And the church is tall. And how am I supposed to get it down? Damned if I know. But they had to get it up there somehow, didn't they? Понятно. Very well, I'll get it. This player's talisman, where am I supposed to find it? I actually have a specific one in mind.
Here at the inn, there's a dice player who always has a cat's paw with him. That's supposed to bring him luck. А кошачья, может быть, кроличья? A cat's paw? I thought players bring along a rabbit's paw for luck. I thought so too. But this man is winning one game after another, so cats are clearly even more powerful than rabbits. Oh. И как ее взять? How am I supposed to get the talisman from him? I haven't a clue. It won't be easy, but I'm sure you'll find a way. We'll see. Very well. I'll get you the paw. Понятно. I'll get looking for those things then. Excellent! You do that, my journeyman. Good luck. Алхимия и карманные кражи. А как тут поторговать, что у тебя можно? Игра сохранена. Спасибо. Какая дорогая книга. Карта сокровищ. Книга о красноречии. Я хочу ее. А продать я тебе могу. У меня этих стрел разных. И вот это тебе продам. Корзина. Торговаться. Let's have a word about the price. Naturally. Satisfied? Come now. Agree? Well now... А, не хочет. I knew we can't. Понятненько. А дома у нас здесь нет, да? И это очень... Кстати, игра же сохранена, да? Чудеса в присутствии заказчика. А, ну отлично. Тогда я предлагаю на этом закончить нашу серию. А в следующей серии мы обязательно продолжим наше похождение по Сазаве. Спасибо, что смотрели меня. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки тоже. Как же без этого-то? И всем пока.